Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим третий матч суперсерии 1974 года СССР-Канада. После провала во второй игре Борис Кулагин убрал из заявки Федорова, Капустина и Котова. Новых игроков не появилось. Нашей команде нужно отыгрываться, ведь в этой серии у сборной СССР ничья и поражение. У канадцев по официальной версии отдых попросил основной вратарь Джерри Чиверс, блестяще отыгравший 2 матча. В воротах сыграет Маклеод. На удивление, канадцы сделали больше изменений. Появился второй сын Горди Хоу, Марти. Он защитник, выходит вместо Селвуда. Сам Горди Хоу пропускает игру из-за повреждения во втором матче. Не попали в состав скоростной Режан Уль и Фрэнк Маховлич. Третья игра проходит в Виннипеге. Подпишись, если любишь хоккей того времени. On the forward line is Harlamov, Petrov and Mikhailov for the Soviet Union. Первый момент. Хал бросает при малейшей возможности. Трамбле пас и мощнейший бросок Хала. Третьяк в игре. Третья игра начинается как продолжение второй. Проваливается Кузнецов и Тардиф выходит 1 на 1. Первая атака наших. Гусев бросает от синей. Михайлов на пятаке. Протестировали Маклеода. Вбрасывание в нашей зоне. Бодунов красиво оставляет Анисину. И Анисин великолепный пас Мальцеву. Степлтон сбивает Мальцева, который убегал от него. Мальцев играет с Бодуновым и Анисиным, а Лебедев продолжает с Шадриным и Якушевым. Этот момент напомнил гол Харламова, тоже в Виннипеге в суперсерии 72, когда Михайлов выдал великолепный пас Валерию, и в меньшинстве Валерий разобрался. Главным судьей матча был Виктор Домбровский, и такого, чтобы наш судья был главным в суперсерии 72, не было даже в московских матчах, а здесь главный в канадском. Домбровского окружили игроки Канады, что-то выясняют через переводчика, но что тут говорить, нарушение чистейшее, и Домбровский назначает штрафной бросок, исполнять будет Мальцев. В отличие от Уолтона во второй игре, Мальцев все сделал технично и красиво, обыграл Маклеода и просто не попал в ворота. Какой-то злой рок над Мальцевым, никак он не может забить свой первый гол в этих суперсериях. Счет остается прежним, 0-0. Отличный зрячий пас Гусева и провал у канадцев. Петров выходит с Михайловым 2 в 1, и Маклеод спасает. Вот вам и второй вратарь, но кажется, что Михайлов слишком широко уехал, и угол обстрела был мал, а Петров отдал классно. Михайлов и в суперсерии 72 несколько раз такие не забивал. Какой же тяжелый бросок у Хала, хорошо, что мимо. Канадцы в атаке, Тардиф отдает, и Бернье бросает в упор, Третьяк на месте. Наши в большинстве. Ляпкин ошибается в передаче, и Хендерсон с Макгрегором убегают 1-0. Как же так? И вроде Ляпкин достал уже Макгрегора. Ситуация 2 в 2, но Хендерсон с шайбой сделал паузу, и Ляпкин на долю секунды выпрямился. И как раз тут дернулся Макгрегор, получил пас Хендерсона и с неудобной переиграл Третьяка. Классный гол Макгрегора, но Хендерсон, страшный сон советской сборной и советских любителей хоккея, сделал все мастерски. Нашей защите привет. Кстати, канадцы все 3 игры забивают первыми, теперь и в меньшинстве. Ляпкин во втором периоде в итоге сядет в запас. Смит перехватывает шайбу, пас, Тардиф бросает, Третьяк ловит, и что делает Смит? На повторе видно, что Смит второй раз как минимум машет по Третьяку не по делу. Тут же последовало наказание. Якушев продавил Уэбстера и сравнял счет 1-1.
Лебедев вывел шайбу из зоны, а Якушев своим мощным катанием просто смял одного из дебютантов серии Уэбстера, 8 номер, и не стал делиться шайбой с Шадриным, а сам уверенно переиграл Маклеуда прямо в девятку. Якушев забивает второй матч подряд. Бросок Хендерсона со вбрасывания, и зрители подумали, что гол. И в ответке Шадрин на Якушева, и Якушев чуть не оформил дубль. Now with Yakushev, with Shadrin with Lebedev at the line. Here's Shadrin getting set a backhand shot to Yakushev and a split off his stick. Харламов уже не в первый раз так хитро, уезжая за ворота, оставляет себе за спину на пятак. Эх, Михайлов! Второй период начинается атаками советской команды, и Борис Михайлов забивает с пятачка 2-1. Left lying wide open in front of the net there was Boris Mikhailov, and he simply had to bang the puck. Цыганков шел все поле сам, отдал из угла Петрову, тот то ли бросал, то ли отдавал. Если отдавал специально, это хай-класс, и наш капитан Борис Петрович переправил с неудобной шайбу в ворота. Начали канадцы период в меньшинстве, но здесь уже как 7 секунд удаленный Уолтон вышел на лед, так что гол в равных составах. Бобби Халл не хочет с этим мириться и крейсерским катанием создает момент для Маккензи. Посмотрите, как играет защитник-дебютант серии Хэмилтон против Мальцева. Просто выносит его в спину. Удаление Домбровский дал. Но в большинстве Ляпкин опять привозит в своей зоне, и Хендерсон бросал Третьяк. Игра 4 на 4. Лакруа, улитка, прекрасный пас Шмиру. Ничего себе, я видел дриблинг Шмира. Бросок Третьяк вытянул. Канадцы в большинстве. Атака сходу. Халл, Бернье. Бросок с неудобной. Третьяк намертво. Продолжается большинство. Вбрасывание в нашей зоне. Серия рикошетов. И Макгрегор бросает. Третьяк эффектно ловит. Хорошо, что Макгрегор с правым хватом. Если б был левый, мог бросить сходу. А так потратил время на обработку. На 33-й минуте Михайлов придумал контратаку в наши ворота. И Вебстер сравнивает 2-2. At the Soviet blue line, a drop pass racing in. It's Webster, he shoots, score! Tom Webster! Вот вам и дебютант Вебстер, совсем нетипичный канадец оказался. Третьяк уже по привычке выкатился, потому что канадцы обычно бросают в таких случаях прямолинейно. Но Вебстер хитро обыграл Третьяка под неудобную и забил в пустые. Отметим оставление назад Бернье, вот к чему приводит хитрость. Игра 4 на 4. Халл и Трамбле деловито раскатываются. Оставление, бросок Халла. Третьяк. Продолжают 4 на 4. Гусев ошибается, и Уолтон в упор бросает. Третьяк красавец. Проходит минута, и Петров с передачи Михайлова также 4 на 4 забивает. 3-2. Васильев взял игру на себя, отдал Михайлову, который зряче отдал Петрову, и Петров вновь выводит нашу сборную вперед. Петров также вторая шайба в 3 матчах. Красивая атака советской команды. И тут же дуплетом происходит, возможно, самое долгожданное событие за 2 суперсерии. Мальцев забивает 4-2. Right from the face-off circle, Don McLeod wasn't even ready for it. И это не просто гол, а изумительная комбинация советской сборной. В ассистентах Кузнецов и Анисин. Потрясающий по красоте гол и очень важный. Бросок был не из самой очевидной позиции. Маклеуд запустил, но это не умаляет заслуг наших хоккеистов. Такие голы подкашивают пропустившую команду. И все это 4 на 4. Лебедев поборолся удачно за шайбу в падении, и Якушев дважды бросал с пятака, но не забил. Канадцы атакуют, Уолтон расстреливает в упор, но Третьяк не дал забить в раздевалку.
Кстати, хорошо разыграли шайбу, но в воротах СССР великий. Оставалось 3 секунды, вбрасывание в нашей зоне, и ведь выигрывают канадцы. Хал успевает бросить. В третьем периоде наши продолжили атаковать. Васильев делает отличный пас. Михайлов входит в чужую зону, ждет Петрова вторым темпом. Бросок мимо. Кому забивать-то нужно? Цыганков отлично закрывает зону, и Якушев бросает. Канадцы не могут отнять шайбу, и логичное завершение длиннющей нашей атаки. Гол Шадрина. 5-2. Цыганков отдает передачу. Смит и Макгрегор промахнулись по шайбе, и Якушев зашел в зону. Отдал Лебедеву, тот Шадрину. Шадрин обыграл Шмира. Бросок с неудобной, и Якушев стоял на пути полета шайбы, и, возможно, она зашла от него. В то время у нас считалось автор гола тот, от чьей клюшки зашла шайба в ворота. Тогда это Шадрин. А в Америке кого последнего коснулось, и неважно какой части, тогда автор Якушев. Поэтому в разных источниках можно увидеть автором гола и Якушева, и Шадрина. А как считаете вы, кто автор гола? Канадцы встрепенулись. Уолтон оставляет Бэкстрему. Бросок опасный. Трамбле отдает Бэкстрему. Пас на пятак. Пожар. Васильев подчистил. Якушев играет блестяще. Сольный проход и заходил на хет-трик. Вбрасывание в зоне Канады. Кузнецов бросает мимо, и Макгрегор моментально выводит Хендерсона 1 на 1. Третьяк спасает. Посмотрите, какой шикарный пас Макгрегора между ног Гусева, и вновь Третьяк обыгрывает Хендерсона, нашего обидчика 72 года. Трамбле привозит, Петров перехватил, стенка с Михайловым, и Петров мог добить Канаду. На 49-й минуте после броска Мальцева шайбу в ворота добивает Бодунов. 6-2. Анисин с Мальцевым прошли все поле. Бросок Мальцева. Маклеод отбивает вроде бы в сторону, но недалеко. И Бодунов с острого угла добивает. Мальцев хорошо сыгрался с игроками крыльев. Тут же команды меняются воротами. Хендерсон уж очень легко обходит Цыганкова, но опять Третьяк сильнее. На 52-й минуте Якушев просто могучим броском уничтожает канадцев. 7-2. Не забил Хендерсон, а Якушев сместился справа в центр и насквозь прошил Маклеуда. Если считать по нынешним правилам, то 5-й гол наших в матче на счету Якушева, и тогда он оформляет хет-трик. Великолепный матч Якушева, полный разгром. Казалось, игра превращается в формальность. Но на 55-й минуте в контратаке Хендерсон все-таки добивается своего. 7-3. Гусев заигрался в чужой зоне, и канадцы убежали 2 в 1, но мастерства у Хендерсона вагон. К сожалению, мы это знаем еще по 72 году. Проходит 30 секунд, и Лученко с Шадриным придумывают себе гол. Хендерсон оформляет дубль. 7-4. Теперь канадцы стреляют дуплетом, точнее даже Хендерсон. Шадрин и Лученко устроили перепасовку. Макгрегор убежал, бросил, Третьяк спас, но тут как тут Хендерсон. Проходит еще минута, и канадцы проводят великолепную атаку. Бернье забивает. 7-5. Красивая комбинация в советском стиле. За 1,5 минуты мы пропускаем 3 шайбы. Расслабились наши капитально. В головах уже выиграли эту игру. Но канадцы, как акула, чувствуют кровь за километр. Стоит чуть-чуть расслабиться и дать им воздуха. Третьяк шайбу задел, но она все равно зашла в ворота.
Играть еще 4 минуты. Вечер перестает быть томным. Кулагин молодец, почувствовал неладное, даже собирает главное сочетание свое и успокаивает, хотя тайм-аут не брал. Канадцы подняли голову. Канадцы полетели вперед и бросают с любых позиций, и страшно представить, что было бы, если здесь забил Маккензи или Халл. И Лебедеву в итоге все это надоело, и он за 2 минуты до конца забивает 8-5. Просто на скорости, получив пас от Лученко, разорвал задиру Шмира и переиграл вратаря. Красивый гол и великолепный матч Лебедева, как и всей тройки. Отлично он вписался в сочетание к Шадрину и Якушеву. Так же, как и Мальцев в звено Анисину и Бодунову. Эту перестановку Кулагина нужно отметить. Канадцы в очередной раз показали, что играют до конца, ну а наши рано расслабились, хотя в итоге и довели уверенно дело до победы. Итоговый счет 8-5, голевая феерия. А с чем вы связываете такую великолепную игру Якушева именно с канадцами? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.